Туз жезлов. Жезлы побуждают к активным достижениям. Энергия, потенция, сила и мощь, страсть, начало, рост, интимные отношения, действия, предпринимать. В руке жезл, прорастающий энергией и стремлением к активности. Туз жезлов – аркан начинаний и страсти. Он символизирует силу, новые проекты и страстные отношения. Мечтаете о путешествии или карьерном росте? Действуйте смело. Туз жезлов говорит «Да». Ваши перспективы безграничны, будь то любовь, работа или здоровье. Ждите успеха и ярких событий. На изображении видна рука, передающая жезл, который местами расцвел небольшими проростками, что подчеркивает внутреннюю энергию, готовность действовать и стремление к активности. Ключевое слово этого аркана – предпринимать, ведь его переполняет энергия. Это карта роста, она всегда связана с новыми начинаниями, мощью, силой и энергией. Это один из символов страсти и интимных отношений. Если спрашивают о взаимоотношениях между двумя людьми, то можно сказать, что у них есть отношения, и что в этих отношениях присутствует страсть. Есть ли в этих отношениях что-то большее, чем просто страсть, нам покажут дополнительные карты. Эта карта призывает действовать. Мечтаете о поездке? Путешествуйте. Смело выбирайте, куда и когда, путь открыт. Также эта карта обозначает сильного мужчину, энергетически и физически здорового мужчину с сильной потенцией. Кроме того, эта карта может указывать на возможное наследство, начало новой карьеры, прибавление в семье или важные новости. На вопрос «да» или «нет» эта карта однозначно отвечает «да». В отношениях туз жезлов призывает смело начинать новые отношения. У вас есть к кому-то чувства, проявляйте их, действуйте, не волнуйтесь, будьте активны. Если эта карта выпадает в контексте работы, то можно говорить, что работа придает вам стимул и желание проявлять активность, двигаться вперед и разрабатывать новые проекты. Вас ждет успех, широкие перспективы для профессиональной деятельности в любых областях. Хотите начать бизнес? Вперед, действуйте. Дорога открыта. Вы свободны выбирать сферу деятельности, но нужно быть активным. Также туз жезлов указывает на активное лечение начала выздоровления, если вопрос касается сферы здоровья. Двойка жезлов. Закрытость, отстраненность, неопределенность, обдумывание, гордость, размышление, 2 единицы времени, задумчивость, пустота внутри, в руках маленький глобус, а взгляд устремлен вдаль. Двойка жезлов. Карта размышлений и неопределенности. Как развиваться дальше? Что это за ощущение пустоты внутри? Эта карта символизирует отстраненность и раздумья о будущем и перспективах, возможные планы на поиски нового пути. В отношениях и работе это пауза для размышлений и анализа. Не торопитесь с решительными действиями, время еще не пришло. Нарисован человек, держащий в руках маленькую копию земного шара. Он задумчиво смотрит вдаль. Это карта некой закрытости, отстраненности. Она указывает на обдумывание будущего, неопределенные решения и размышления о перспективах. Возможно, это связано с мыслями о возможном отъезде. Человек имеет намерение заняться чем-то новым. У него возникают размышления на этот счет, но он не уверен, как развиваться дальше. Он стоит в раздумье, взгляд устремлен вдаль, и у него нет определенного решения. Также эта карта обозначает гордого, обеспеченного мужчину. Он познал славу, богатство, власть, получил все, что желал, и внезапно ощутил пустоту. Двойка жезлов указывает на отношения в браке, основанные на холодности и материальной выгоде. Партнер проявляет сдержанность, берет паузу для размышлений. Когда спрашивают, каково отношение партнера ко мне, ответ: он сам не в состоянии определить, как он относится к вам. Человек в раздумьях относительно своей занятости. Рассматривает возможность поиска новой работы или обдумывает вариант ухода с текущего места работы. Касательно перспективы новой работы, вам следует еще раз обдумать ситуацию. Вы в нерешительности, у вас недостаточно данных для принятия окончательного решения. В настоящий момент время еще не пришло, и у вас недостаточно информации. Здоровье хорошее. Если человек болен, то сейчас нет обострения. Скорее всего, человек задумался над новым методом лечения, рассматривает возможность другого лечения или лечения у других врачей. Тройка жезлов. Решение уже принято. Осуществление плана. Движение вперед.
3 единицы времени, устойчивость, стабильность, движение по пути к цели. План уже утвержден, решение неизменно. Теперь, когда размышления окончены и фундамент заложен, начинается активное движение к цели. Тройка жезлов – карта стабильности и завершенных решений. В отношениях и работе прочность и уверенность. Изменений не предвидится. Здоровье стабильное, лечение продумано, и вы на пути к выздоровлению. Время действовать, ведь план уже обдуман и утвержден. Мы видим повернувшегося спиной человека, его взгляд направлен прямо вперед, он собрался куда-то отправиться. Если по двойка жезлов человек только подумывал о принятии решения, то тройка жезлов представляет собой уже утвержденное и стабильное решение. Фундамент уже заложен. Человек уже движется к осуществлению плана. Закончилось время планирования и размышлений, теперь наступает момент активных шагов и движения вперед к достижению цели. Эта карта символизирует устойчивость принятых решений и подчеркивает, что в ближайшем будущем в вашей жизни, вероятно, не произойдет значительных изменений. Отношения с партнером прочные, устойчивые чувства постоянные, решение быть именно с этим партнером, именно в таком формате отношений уже принято, и человек не намерен менять это решение. Это стабильный заработок, постоянное место работы, смены деятельности пока не предвидится. Здоровье хорошее. Если человек болел, то диагноз уже достоверен, план лечения уже утвержден, и он на пути выздоровления. Отличие двойки и тройки жезлов. Двойка жезлов характеризуется фазой планирования, где человек занимает пассивную позицию, внимательно обдумывает и строит планы, не торопясь делать решения. В его жизни присутствует стабильность, что позволяет ему спокойно размышлять, не влияя существенно на текущую ситуацию. В сфере отношений этот человек не испытывает голода. Он удовлетворен отношениями и почти равнодушен. Возможно, у него есть другой партнер, и он решает, с кем быть, либо он задается вопросом о необходимости отношений в данном этапе своей жизни. Тройка жезлов представляет собой фазу действий. Человек уже определился и имеет конкретный план, по которому он активно двигается. В отношениях он уже принял окончательное решение, которое стабильно и не подлежит изменениям в ближайшее время. Если он с вами, то это решение крепко устойчиво, и нет намека на то, что он покинет отношения в обозримом будущем. Возможно, наоборот, он решает завершить отношения, как подчеркивается на картинке, где персонаж повернут к нам спиной. Это решение также стабильно, и возврат к прошлым отношениям в ближайшем будущем не предвидится. Тройка жезлов является также картой, обозначающей временные параметры. Она говорит нам о том, что это займет 3 единицы времени, например, 3 дня, 3 недели, 3 месяца или 3 года. Рядом выпавшая карта уточнит единицу времени. Восьмерка жезлов – это дни либо недели. Что-то произойдет очень быстро. Через 3 дня Луна – это месяцы, событие произойдет через 3 месяца. Мир или Солнце – это год, событие произойдет через 3 года. Четверка жезлов – радость, праздник, семейное торжество, дружба, счастье, близкие люди. 4 единицы времени, уют. Друзья, вход в сад, праздничная гирлянда и танцующие люди под ней – это приглашение к радости. Эта карта символизирует счастье, сотрудничество и праздничное настроение. Ощутите уют верных друзей и семейные торжества. Праздник жизни впереди, и вы уже на пути к нему. На карте мы видим вход в сад и праздничную гирлянду, соединяющую 4 длинных посоха, а под ними танцующие, что-то празднующие люди. Сзади прекрасный дворец. Эта карта словно зовет нас к радости и веселью. Жизнь полна прекрасных моментов. Впереди нас ждет праздник. Она символизирует радость, сотрудничество и праздничное настроение, указывая на семейные торжества, крепкую дружбу и счастливые мгновения с близкими. Эта карта напоминает о важности ценить хорошие отношения и радостные моменты, а также близких людей. В практическом плане она указывает, что человек уже имеет или может найти верных друзей, уют и счастливый дом, где его ждет радость. Эта карта больше связана с совместным проживанием и гражданским браком. Она говорит о том, что вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно в неофициальных отношениях. Важно помнить, что на официальные отношения указывает карта императора, а на отношения, соблюдающие национальные и религиозные традиции, указывает верховный жрец.
Эта карта означает успешное сотрудничество. Вы уверенно движетесь вперед и начинаете получать доход от своего перспективного проекта. На работе у вас замечательная команда, где вы чувствуете себя как в семье, способствуя созданию положительной и комфортной атмосферы. Стабильно хорошее как физическое, так и психическое здоровье, гармония. Четверка жезлов также является картой, указывающей на временные параметры. Она сообщает, что это займет 4 единицы времени, будь то 4 дня, 4 недели, 4 месяца или 4 года. Выпавшая рядом карта уточнит конкретный временной промежуток. Восьмерка жезлов – это дни, либо недели. Что-то произойдет очень быстро, через 4 дня. Луна – это месяцы. Событие произойдет через 4 месяца. Мир или Солнце – это год. Событие произойдет через 4 года. Пятерка жезлов – соревнования, соперничество, конкуренция, споры, разногласия, дискуссии, выяснение отношений, напряжение, конфликт интересов, энергия в воздухе. Пятерка жезлов – это соревнования без агрессии, где споры и разногласия становятся частью игры. Эта карта предупреждает о борьбе за свои интересы, будь то в работе или отношениях. Готовьтесь к активной конкуренции и столкновениям. 5 молодых людей весело махают посохами, выплескивая свою энергию. Это больше напоминает спортивное соревнование или игру, чем серьезное сражение или конфликт. Эта карта символизирует соревнование и конкуренцию без агрессии. Она подчеркивает возможные разногласия, соперничество и споры, которые могут возникнуть. Это предвестник напряженного периода, где придется активно бороться и конкурировать с окружающим миром. Если вы пытаетесь начать новое дело, карта пятерка жезлов предсказывает много трудностей и возможные обещания от других, но не обязательно результаты. С другой стороны, если вы беспокоитесь о возможных юридических последствиях, например, судебных исков против вас, вам не стоит слишком волноваться, так как эти беспокойства, скорее всего, окажутся пустыми заботами ваших противников. В контексте отношений эта карта предупреждает о возможных конкурентских ситуациях, где вам придется активно защищать свои интересы. Она предвещает возможность частых обсуждений, разногласий, конфликтов и споров в отношениях. Эта карта предупреждает о жесткой конкуренции на работе, о конфликтах и разногласиях с коллегами. Здесь проявляются высокие финансовые амбиции, борьба за лидерство и соперничество в бизнесе. Эта карта может указывать на психоэмоциональное перенапряжение. В случае болезни она намекает на разногласия в диагностике и выборе метода лечения. Шестерка жезлов. Победа, успех, триумф, почести, признание, исполнение желаний, завоевание, достижение целей, высокомерие. Никто не сможет вас остановить. На карте триумфа всадник на белом коне с лавровым венком празднует победу. Это символ успеха и триумфа, когда все трудности остались позади, а впереди только торжественный путь. В отношениях и делах вы достигли вершины и заслужили признание. Станьте мастером своей судьбы и наслаждайтесь моментом. Верхом на военном коне сидит всадник, у которого лавровый венок украшает лоб. В его правой руке держится посох, к которому прикреплена гирлянда, символизирующая победу. Вокруг героя тесно стоят его последователи, встречая его с приветствием. На практике эта карта означает успех сверх всяких ожиданий. Это карта победителя, на которой изображено исполнение честолюбивых желаний. Мы видим, как победитель на белом коне и в парадной одежде с лавровым венком весело въезжает в город. Это триумфатор, возвращающийся с битвы, и его путь к победе может быть представлен как поездка. Эта карта предвещает успех начатого дела, ведь вы сделали уже так много, перенесли столько трудностей, прошли большую часть пути. В отношениях партнер взял верх и наслаждается этим, что, вероятно, указывает на его манипулятивные тенденции с его стороны. Равенство в этих отношениях отсутствует. Также показывает, что если вы долго не могли добиться взаимности от некоего объекта симпатии, то сейчас вы завоевали его любовь. Вы настоящий мастер-профессионал, достигший своей цели. Вы справились с труднейшей задачей на отлично. Это большой успех и признание в любых начинаниях, превзошедший все ожидания. Вы смогли достичь всего, чего хотели, стали отличным профессионалом, настоящим победителем. Здесь важно не зазнаться и не стать высокомерным. Здоровье здесь отличное. Эта карта указывает на полное выздоровление,
окончательную победу над болезнью. Семерка жезлов. Отвага, битва, напряжение, преодоление, борьба, помехи, конфронтация, давление, враги. Семерка жезлов. Война на краю обрыва. Сражение с 6 палками, вылезающими из глубокой ямы. Ситуация напряженная, но не паникуйте. Яма глубокая, и палкам не выбраться. Это конфликт и борьба за свои интересы, будь то в отношениях или в бизнесе. Настало время действовать смело, несмотря на преграды. Человек на краю обрыва защищается с помощью жезла. Он обороняется от 6 палок врагов, подступающих снизу из ямы. Но яма глубока, и им, палкам, из нее не выбраться. Толкуется как конфронтация, предсказывает возникновение впереди сложной борьбы, столкновение с непростой ситуацией, где вам придется отстаивать свои интересы. Это споры, борьба за свои позиции, борьба против давления. Человек пытается пробраться в жизни, несмотря на помехи, палки вокруг. Палки подступают снизу, опасность в принципе есть, и она вполне реальна, говорит эта карта. Но яма глубока, и палкам из нее не выбраться. В данном конкретном случае человеку ничто не угрожает, так что можно действовать смелее. Эта карта говорит о сложных отношениях, где люди занимаются перетягиванием одеяла, доказывая свою правоту. Это жестокое соревнование в бизнесе, козни коллектива, но карта призывает вас бороться, отстаивать свои интересы и не давать себя в обиду. Вам под силу справиться с болезнью, вы должны бороться. Восьмерка жезлов. Быстро, внезапные события, очень скоро. Новость, активность, поспешность. Событие уже запущено. Продвижение, путешествие. На карте восьмерка жезлов, стрелы мчатся в небесах, указывая на мгновенное развитие событий. Период ожидания подходит к концу, и впереди резкий прогресс и неожиданные перемены. Готовьтесь к бурному развитию событий, скорому успеху и, возможно, даже внезапному путешествию. В безоблачном небе летят 8 жезлов. Они подобны стрелам, пущенным сильной рукой в цель. А далеко внизу – мирный ландшафт. Людей на этой карте нет. Скоро что-то случится, и это событие, действие или новость уже запущены. Вы услышите об этом очень скоро. Период ожидания подходит к концу, наступило время для перемен, и события уже начинают разворачиваться. Это временная карта. Она обозначает быстроту, неимоверную скорость, стремительное развитие событий и поспешно принятые решения. Сообщение уже отправлено, оно доставляется, и вот-вот придет оповещение о доставке, некие внезапные события уже запущены, последствия уже вот-вот вас настигнут. Если ранее какие-то дела стопорились, то при появлении восьмерки жезлов можно ожидать резкого и позитивного прорыва, удачного разрешения замершей ситуации. Это быстрое действие, внезапное движение вперед, скорость, поспешно принятые решения, прогресс, активное и стремительное продвижение к цели, слишком быстрое продвижение вперед. Еще одно значение восьмерки жезлов – приятное путешествие. Тоже внезапное, например, неожиданно предложит горящую путевку. Эта карта также обозначает перелет, путешествие на самолете. При гадании на человека прямая карта толкуется как человек, для которого не существует препятствий. Он энергичен и полон сил, любит путешествовать и общаться с людьми, а запущенные им проекты реализуются на ура. Может означать вспыхнувшую любовь с первого взгляда, словно в омут с головой, без раздумий, сомнений и взаимных притирок. Внезапная влюбленность, стремительное развитие отношений, скорые вести от любимого человека. Открытый путь без преград, легкое продвижение к цели, успех в делах, реализация замыслов, быстрое получение прибыли. Активность, быстрый прогресс и получение результатов. Быстрое выздоровление. Девятка жезлов. Оборонительная позиция, жизненные трудности, недоверие, настороженность, готовность к худшему, ожидание нападения, подозрительность, отстаивание своих позиций, самозащита. Здесь вы стоите на грани, обостренное чувство тревоги и готовности к бою. Эта карта – символ защиты и обороны, когда вы ощущаете угрозу и борьбу за выживание. Текущий образ жизни больше не приносит удовлетворения. Пришло время планировать перемены
и защищать свои интересы. Будьте готовы к испытаниям и трудным выборам, чтобы показать свою истинную стойкость. Человек с перевязанной головой держит жезл. Его взгляд полон страха и беспокойства. Позади него видны другие палки. Его раны и тревожное выражение лица показывают, что он недавно пережил тяжелое сражение и еще не отошел от него. Он настороже, оглядывается, ожидая опасности со всех сторон, и с опаской смотрит на окружающий мир. Эта карта символизирует защиту и оборону. Она говорит о напряженном ожидании, задержках и готовности к действию. В этот период человек цепляется за то, что у него есть. Карта описывает тяжелые времена, жизненные трудности, борьбу за выживание, предчувствие событий и ожидание угроз. Она также указывает на множество людей, предъявляющих свои требования. Эта карта показывает, что текущий образ жизни больше не приносит пользы и настало время планировать изменения. Необходимо набраться мужества и твердо защищать свои интересы до конца. При гадании на человека прямая карта указывает на человека с негативным жизненным опытом. Она описывает уставшего человека, который находится в состоянии апатии. Карта говорит о том, что этот человек уже пережил неприятности и теперь очень осторожен, опасаясь всего нового и неизвестного. Перед вами опытный человек, которого сложно обмануть или подставить. В личных отношениях эта карта сложная. Если она выпадает на человека, который вас интересует, это может означать его неготовность к новым чувствам или сопротивление появившейся симпатии. Этот человек имеет богатый жизненный опыт, и ему трудно доверять. Вам придется приложить много усилий, чтобы доказать свою искренность и показать, что ваши чувства к нему настоящие, и вы можете стать его любимым человеком. Касательно уже существующих отношений, карта указывает на конфликты между партнерами или появление соперника. Она говорит о том, что эти отношения часто сопровождаются ссорами и разногласиями. Вы защищаете свои достигнутые позиции на работе, дома, свою репутацию и, возможно, столкнетесь со старыми препятствиями. Это предвестие сложной ситуации, в которой вам придется пройти проверку на прочность в бизнесе или карьере. Если ваш начальник характеризуется этой картой, значит, он уже сталкивался с проблемами с сотрудниками. У него был негативный опыт, когда сотрудники его обманывали, и с ними было трудно расставаться. Поэтому вам придется очень постараться, чтобы доказать ему свои чистые намерения и показать, что вы пришли на эту работу с серьезными намерениями. Если мы говорим о состоянии здоровья человека, эта карта может указывать на общее энергетическое истощение, хроническую усталость и сниженную способность концентрироваться, различные травмы головы, сотрясение мозга. В любом случае, появление этой карты предупреждает о серьезных заболеваниях, требующих внимательного вмешательства и восстановления здоровья, ослабленного из-за перегрузок. Десятка жезлов, непосильная ноша, загруженность, истощение сил, тяжелый труд, непомерный гнет, большая ответственность, чрезмерное давление, трудоголизм, рабская зависимость. Человек несет перед собой тяжелую ношу жезлов, закрывая себе путь и не видя, что происходит под ногами. Эта карта – символ чрезмерного бремени и ответственности, которая превышает силы. Человек взял на себя слишком много обязательств, что приводит к эмоциональному, физическому или финансовому истощению. Время задуматься о помощи и разделении груза, чтобы не упасть под его тяжестью. На карте мы видим человека, и этот человек упорно тащит перед собой тяжелую ношу жезлов, держа их прямо перед собой. Он закрывает себе дорогу и не видит, что происходит под ногами или впереди. Он никак не хочет остановиться, отдохнуть или разделить свой груз на части, либо найти помощников. Человек несет тяжелый груз и движется вперед, не видя своего пути или возможностей впереди. Он не чувствует радости и не видит перспектив. Эта карта отображает человека, который взял на себя слишком много. Ответственность, которая превышает его силы или обязательства, которые он не может выполнить. Ему сейчас трудно, эмоционально, физически или финансово. Жезлы здесь символизируют чрезмерное бремя, которое человек добровольно берет на себя. Иногда мы ощущаем необузданную ответственность за проблемы окружающих, что истощает наши собственные ресурсы. Эта карта отражает непомерное давление, невыносимые обязательства и тяжелую ношу, которую мы несем, подвергая себя моральному и физическому истощению.
Паж жезлов, шанс, возможность, новости, вдохновение. Пора действовать. Можно достичь цели, перспектива, удобный случай, нужный момент. Паж жезлов, ваш шанс на успех. Энергия и энтузиазм открывают двери новых возможностей. Это вестник позитивных новостей и шансов, подталкивающих к действиям. Время действовать решительно, преодолеть страхи и выразить чувства. Будь то карьерные возможности или новости о выздоровлении, этот шанс нельзя пропустить. Необходимо понимать, что фигуры пажей и рыцарей Таро не обозначают молодых мужчин. А разница между пажами и рыцарями в том, что пажи указывают на шансы того, что будет происходить. А рыцари показывают нам атмосферу, в которой то или иное событие будет происходить. Пажи также могут помочь нам узнать пол будущего ребенка. Пажи кубков и пентаклей говорят, что родится девочка, а пажи жезлов и мечей, что будет мальчик. Пажи – это шансы. Паж жезлов – это вестник. Эта карта обозначает получение какой-то позитивной новости, позитивного шанса, подталкивающего вас к действиям, к достижению целей. Это возможность получить что-то позитивное и яркое, и поэтому нужно действовать решительно. Эта карта говорит, что появился шанс действовать, возможность шагнуть вперед и сделать первый шаг. Это шанс, который нельзя пропустить, и нужно обязательно использовать, вовремя проявив активность. Это время, наполненное энтузиазмом и энергией, открывающее двери для новых перспектив. Возможно, у вас произошел всплеск вдохновения и креативности, который не стоит упускать, так как он может привести к значительному успеху. В отношениях эта карта может указывать на то, что у человека появился прилив вдохновения и решимости. Она подталкивает к действиям, указывая, что сейчас самое время преодолеть свои страхи и выразить свои чувства. Это шанс сделать первый шаг и начать новые отношения, либо, сделав предложение, перевести отношения на новый уровень. В работе паж жезлов означает появление новых карьерных возможностей или проектов, которые могут принести положительные результаты. Это может быть новость о новой работе, шанс карьерного роста и продвижения по службе, или интересный проект, который стоит рассмотреть. В здоровье эта карта знаменует получение хороших новостей, связанных с выздоровлением или улучшением состояния. Это появление шанса на выздоровление, возможно, вам сообщат о новом методе лечения. Рыцарь жезлов, динамичность, порывистость, активность, яркие события, рискованность, спешка, неожиданность, бодрость, огненная стихия. Рыцарь жезлов, время для действий. Рыцарь мчится по пустыне на горячей лошади. Это карта атмосферы ярких событий и бурной активности. Ждите неожиданностей и стремительных действий. Планы будут развиваться быстро и динамично, будь то в поездке или на работе. Готовьтесь к спешке и рискованным ситуациям. Это время, когда не стоит сидеть сложа руки. Рыцари показывают нам атмосферу, в которой то или иное событие будет происходить. Мы видим, как рыцарь скачет по пустыне на горячей норовистой лошади. В руке его жезл, а на голове красное развивающееся перо. И одежда у него в саламандрах. Саламандра – это дух огня. Рыцари – это атмосфера, в которой происходят те события, о которых мы спрашиваем. Эта карта относится к огненной стихии и говорит нам о том, что события будут происходить в яркой и динамичной атмосфере. События будут отличаться неожиданностью и рискованностью. Это спешка в делах и действиях. Все происходит очень активно. Если это поездка, то она будет быстрой, яркой и динамичной. Если мы говорим о работе, то это активная деятельность. Все делается в спешке, есть даже некоторый элемент риска. Но нет конфликта, конфронтации. На наличие конфликтов и конфронтации указывает рыцарь мечей, а не жезлов. Королева жезлов. Женщина-карьеристка. Женщина, занимающая важный пост. Она много работает. Надежная женщина. Женщина со статусом в обществе. Королева жезлов на троне. Символ власти и уверенности. Эта карта представляет женщину-карьеристку с яркой личностью и активным характером. Политика, государственная служба, юридическая деятельность – ее стихия. Надежная и умная, она может иметь отличную карьеру, но не всегда большие доходы. Мы видим, как королева восседает на троне, держа в руках символы своего авторитета и статуса. Она выглядит уверенной и намерена властвовать.
Эта карта обозначает женщину-карьеристку. Это яркая личность с активным характером. Возможно, она вовлечена в политику, работает в государственной сфере и занимает достаточно высокий пост. Это надежная, умная и образованная дама. С хорошей работой она может быть вовлечена в юридическую деятельность, документооборот, коммуникации и так далее. У нее прекрасная работа и карьера, но не обязательно хороший достаток. Королева жезлов не указывает на высокий финансовый доход. Высокие доходы у королевы пентаклей. Король жезлов – статусный мужчина, активный, добивающийся результатов, общительный, уверенный в себе, надежный, импульсивный, неусидчивый, нетерпимый. Мужчина средних лет с жезлом на троне, символ энергии и стремления к новому. На его мантии изображены саламандры, кусающие свой хвост, что указывает на постоянное движение. Он всегда в поиске и готов к действию, импульсивный и активный, не довольствуется достигнутым. Будь то медийная личность или политик, он стремится к большему, не зная покоя. На этой карте мужчина средних лет с жезлом в руках восседает на троне. Мы видим на его мантии нарисованы саламандры, кусающие свой хвост. Это символ постоянного движения и нежелания останавливаться. На достигнутом даже его тело немного наклонено вперед. Он куда-то смотрит и будто готов в любую минуту встать и заняться чем-то другим. Это всегда добивающийся результата, очень активный, общительный, уверенный в себе и надежный человек. Он несколько импульсивен, неусидчив и нетерпим, склонен к быстрым решениям и действиям. Он не чувствует удовлетворения от достигнутого и стремится к большему, из страха потерять то, что уже имеет. Возможно, это медийная личность, политик, кто-то, кто много коммуницирует и очень динамичен.